Добрый вечер еще раз, дамы и господа. Очень сложно на самом деле произносить какую-то заключительную речь, да, потому что многое уже сказано хороших и добрых и правильных на самом деле слов в адрес Олега Семеновича и его собрания и издания. Ну, попробую тем не менее сказать что-нибудь как-то иначе. Я, признаться, не знаю, почему выбор презентации сегодняшней а, пал на Казань. Но мне кажется, что вот этот выбор далеко не случайный, и он по-своему символичен. Казань – это место силы. Казань – это не просто замечательный город, это знаковый культурный центр нашей страны. И вместе с тем все мы с вами помним, что Казань неразрывным образом связана с именами таких замечательных и известнейших коллекционеров, как Андрей Федорович Лихачев и его племянник Николай Петрович Лихачев. Напомню, что собрание Андрея Федоровича Лихачева легло в основу Казанского городского музея, который открылся в 1898 году. А спустя около 60 лет, чуть-чуть, 64 на самом деле года, большая часть художественных произведений, которые находились в собрании Андрея Федоровича, были переданы во вновь созданный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. И сегодня эти вещи являются гордостью нашего музея. И если вспомнить в двух словах, да, сказать о Николае Петровиче Лихачеве, племяннике Андрея Федоровича, то мы с вами помним, что этот человек создал колоссальную коллекцию иконописи. Около 1500 икон были приобретены в свое время императором Николаем II и переданы на хранение и на изучение в Русский музей императора Александра III. И сегодня в Государственном русском музее эти произведения являются гордостью собрания. Но мне хочется обратить ваше внимание на один очень важный, на мой взгляд, аспект. Вот эти два замечательных человека, Андрей Федорович и Николай Петрович Лихачева, они были не просто коллекционерами. Это были люди, которые понимали важность изучения собрания. Потому что мы с вами понимаем, что только атрибуция памятников дает им право и вообще на самом деле дает вторую жизнь. И только атрибуция возвращает произведение искусства из небытия. И дает вместе с тем шанс на продолжение жизни. Это крайне важно. Собственно, здесь мы понимаем, насколько это важно. Да, мы все с вами знаем на примере истории нашей страны. Да, мы с вами помним, что происходило с памятниками церковного искусства, с замечательными произведениями в тот период, когда они не были признаны имеющими художественную ценность произведениями искусства. И вот вместе с тем мы с вами прекрасно помним и знаем, да, что какую важную роль в этом признании сыграли именно частные коллекционеры. Мы с вами помним, какую важную роль частные коллекционеры произведений церковного искусства сыграли в тяжелейший для этого искусства период Советского Союза, когда ценители икон ездили по городам и селам и искали древние памятники. Таким образом были спасены на самом деле многие из священных образов произведений искусства. И мы с вами прекрасно понимаем, что и в наши дни роль частных коллекционеров достаточно велика. И мы понимаем вместе с тем, насколько важно, чтобы собрания икон аккумулировались в руках ценителей искусства. Да, и в идеале, конечно, чтобы они аккумулировались либо в государственных музеях, да, либо в частных
собраниях. И вот сегодня, собственно, наша с вами встреча посвящена одному из людей, который аккумулировал значительное количество, как уже Анна Петровна сказала, около 50 икон, собранные в одной коллекции Олега Семеновича. И этот человек, вот знаете, я хочу обратить внимание на удивительную последовательность действий, такую вот фундаментальность действия Олега Семеновича. Вот в наш такой прагматичный и, увы, достаточно поверхностный век, это человек, который выбрал для себя определенное направление. Он собирает вещи главным образом 18-19 веков, определенных школ. Более того, как рассказывает сам Олег Семенович, он уже начиная собирать коллекцию, он мечтал о книге. И крайне важно, что вот подойдя к этапу создания этой книги, да, этого каталога, который мы имеем счастье сегодня все видеть, он обращается не к кому бы то ни было, не к историку искусства просто, да, нашему коллеге с Анной Петровной, но он обращается к известному специалисту по иконописи XVIII-XIX века, Анне Петровне, сотрудники Эрмитажа, да, она вот скромно умолчала об этом. На самом деле мы с вами прекрасно понимаем, насколько это важный шаг, потому что есть печальные примеры, когда частные владельцы обращаются к историку искусства, который не сведущий, не специализируется на конкретном материале, тот пишет что-то такое, да, ну и некие общие слова, и получается такое, некое такое издание, да, не будем его охарактеризовывать нехорошими словами. Вот то, что мы сегодня имеем счастье видеть, это труд, вот, собственно, результат союза двух людей, коллекционера и ученого. И это, в общем, не побоюсь этого слова, это важный вклад в изучение икон XVIII-XIX века. Это крайне важно, я считаю, произнести. Ну и в заключение мне бы хотелось еще раз произнести то, что уже говорили спикеры до меня, то, что коллекция находится в Америке. Вот на мой взгляд, знаете, может быть, не так важно, в Америке она находится или в России, потому что вот то, о чем говорит Олег Семенович, он говорит о том, что одной из главных его задач является популяризация русского искусства за рубежом, и я считаю, что это крайне важная миссия. И вместе с тем, вот то, что мы видим, и издание, и существующий сайт, это вот опять же тот шаг, вот то проявление последовательности Олега Семеновича, который не просто собирает иконы, да, но делает их доступными широкой публике и в любых абсолютно странах. И я хочу сказать, что огромнейшую роль вот в популяризации этого собрания, в помощи отцу оказывает Илья Семенович Кушнирский, который присутствует здесь с нами. И я хочу вам сказать огромное спасибо. И всем вам спасибо.